Друзья, дорогие мои, всем огромнейший привет, с вами Лада. У нас за окном начался дождик, но я думаю, что этот шум нам не будет слишком сильно мешать. Тема сегодняшнего видео – это овальное дно, а точнее это расчет овального дна, то есть мы с вами будем высчитывать, какого размера заготовку сделать по той или иной форме, для того, чтобы было равномерное оплетание ее и получилось очень красивенькое овальное дно. Метод этот не мой, я пользуюсь методом Елены Тищенко, немножечко его упростила, вам это все покажу, так что если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Вообще, если говорить о правильном овале, то в его расчетах и плетении нет ничего сложного. Это и касается и больших овальных форм, и маленьких в частности. Кстати, хочу вам показать недавний заказик. Это сплелась корзиночка для куколки, вот такая вот малюська. И что самое интересное, значит, она получилась овальной формы, как и надо. И здесь я овальное дно делала по принципу плетения круглого дна. То есть я начинала плести как круглое дно, но в этих местах я ряды плела плотно-плотно друг к другу, а в этих местах я начинала их отдалять друг от друга. То есть каждый ряд от предыдущего я отдаляла, и получились вот такие небольшие расстояния между ними, что и образовало овальное дно. Но такой метод подходит для более маленьких поделок, то есть это, например, вот такая корзиночка с ладошку, либо это овальная маленькая шкатулочка. Метод очень хорошо подходит. Но для больших овальных форм этот метод не подходит, поэтому здесь нужно, конечно, производить необходимые расчеты, что мы сейчас и сделаем. При расчетах овального дна мы должны понять следующую вещь. Какой длины, какой ширины нам нужно сделать заготовку, чтобы при ее равномерном оплетании у нас получилось соответствие с нашей формой. Итак, для того, чтобы произвести расчеты, нам нужно снять необходимые мерки. Для этого берем нашу форму. На самом деле можно сразу делать заготовку и плести овальное дно, а потом уже под него подгонять форму овальную. Но в большинстве случаев это сделать немного сложнее, поэтому я беру самый простой вариант. Это когда уже есть овальная форма, и по которой мы хотим сплести корзиночку, и тем самым мы подгоняем под нее нашу заготовку. Итак, для этого нам нужно снять необходимые мерки с нашей овальной формы. Мы должны измерить длину нашего овала и ширину. Я измеряю от одной крайней точки до другой крайней точки. Так, длина моего овала получается 13 сантиметров. И здесь я записываю. Итак, у меня форма, длина 13 сантиметров. Не буду писать, что сантиметров, это и так понятно. Теперь нам нужно произвести второй расчет, подсчет. Это ширина нашего овала, то есть 7 сантиметров. И здесь я запишу ширина овала, ширина формы овала 7 сантиметров. Теперь нам нужно решить вопрос с заготовкой. Итак, вот наша заготовочка. Это начальная стадия заготовки. Значит, я просто переплела трубочки по 2, и получилась вот такая вот формочка. Вроде бы она прямоугольная, но она должна быть меньше вашей овальной формы. Вот, то есть сама по себе, да, то есть не доходить до краев, и вот тут вот не доходить, чтобы мы поняли, в какую сторону нам нужно двигаться, то есть, да, взять немножечко по длине эту заготовочку, а потом уже равномерное оплетание, чтобы было произведено. Итак, для этого произведем подсчеты. Значит, по ширине, я думаю, что больше я ее не буду утолщать, поэтому ширину я сейчас измерю. Это у меня 2,5 сантиметра по ширине моя заготовочка. И, скорее всего, я так и оставлю. То есть заготовка, ширина у меня будет 2,5 сантиметра. Теперь нам нужно решить, сколько должна быть заготовка по длине. То есть сколько нам еще сюда поставить трубочек-стоечек. Для этого сейчас будем подсчитывать на калькуляторе. Повторюсь, что я метод немножечко упростила, поэтому промежуточные расчеты я просто не буду показывать, потому что нам они в принципе не нужны. Показываю самое основное. Итак, нам нужно узнать длину заготовки. Для этого мы из 7 вычитаем 2,5. У нас получается 4,5 сантиметра. И далее
мы из 13, то есть из длины нашей формы, из 13 мы вычитаем вот эти вот 4,5 сантиметра, которые узнали. У нас получается 8,5 сантиметров. И это и есть наша длина заготовки. То есть заготовка у нас должна быть длиной 8,5 сантиметров. Вот та искомая, которую мы должны были найти. А теперь мы сверяемся. То есть я измеряю ту длину заготовки, которая получилась. У меня это 4 сантиметра. И я понимаю, что еще по длине мне нужно нарастить трубочек так, чтобы получилось 8,5. То есть еще 4,5 сантиметра я должна прибавить. Так, ну и соответственно делается это очень легко, так как у меня есть уже готовая заготовка, да, то есть ее нужно просто доработать. И я вот с этой стороны прибавляю стоечек, пока у меня не получится то число, которое мы высчитали, то есть 8,5 сантиметров. Вот я с этой стороны прибавила, ну и я думаю, что и с этой стороны я прибавлю. Трубочки я заранее смочила, потому что они у меня немножечко подсохли и стали не очень эластичные. Так, ну и вот здесь между трубочками и стоечками обязательно оставляйте расстояние, потому что все-таки вам их оплетать нужно с первого ряда уже по 2 трубочки, вот, чтобы они не группировались в не очень удобное положение. Итак, у меня сейчас сделана заготовочка, я еще раз ее измеряю. Смотрю, у меня 7 сантиметров. Еще 1,5 сантиметра мне нужно прибавить, это уже будет, видимо, последнее. Вот, ну и я давайте с этой стороны ее прибавлю. Так. Тем самым, когда наша заготовочка будет тех размеров, которые нужно, нам не нужно будет париться и волноваться на тему того, равномерно мы будем оплетать эту заготовку, или будет она оплетаться, или неравномерно. Все будет равномерно. То есть при таком раскладе у нас что 3 ряда с этой стороны будет, что 3 ряда с этой, и получится овал. Ну, это я так грубо говоря, может быть, там не 3 ряда будет, это в соответствии уже с вашей формой. Ну вот, смотрите, у нас четко получилось 8,5 сантиметров. Да, что-то тут отсвечивает. Вот, 8,5 сантиметров. И я ставлю на этом точку в подсчетах, соответственно, и уже начинаю оплетать мое овальное дно. По такому же принципу я плела вот эту вот коробочку. Я потом ее обязательно покажу. Что же это такое получилось за конструкция. Вот по этому же принципу я высчитывала и вот это овальное дно. Получается, все очень даже хорошо оплетается и вообще никаких проблем. Плела я, кстати, тоже вот по этой форме. Ну и следующее видео будет, соответственно, о плетении самой овальной корзинки. Мы будем оплетать эту заготовку, плести стенки овальной корзинки по форме, загибку делать и так далее, и так далее. То есть, как всегда, подробнейший мастер-класс о плетении овальной корзины. Так что, если вам это видео интересно и вы не хотите его пропустить, то обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик рядом. Тем самым будете смотреть мои новые видео первым. Ну а если вам понравилось это видео, оказалось в какой-либо его части полезным, то обязательно ставьте большие пальчики вверх и делитесь этим видео с друзьями, с тем, кто только начинает плести из газет. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро уже в этот четверг. Пока-пока!